Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир, Андрей Золотарев, как всегда, по пятницам вживую. Андрей Владимирович, приветствую вас. Приветствую вас, Александр, приветствую наших зрителей. Всем большое спасибо, что подписываетесь, ставьте лайки, не забудьте про это. И, конечно, общаемся максимально с вами, то есть ваши вопросы, которые вы оставляете в сообществе YouTube, в клубе зрителей «Шелест камерная», где такая своеобразная специфическая атмосфера, они переадресуются Андрею Золотареву в самом финале. Также, конечно же, чат трансляции подключим, опрос будет, сейчас зачитаем какой. Едва только напомню, что сессию вопросов и ответов и общения с аудиторией, конечно же, да, вот практикует Андрей Владимирович на своем канале, поэтому не забудьте перейти, поинтересоваться, подписаться и захаживайте к Андрею Золотареву тоже на прямой эфир. Там более объемные, да, вот моменты, куски общения с вами, то есть ответы на ваши вопросы прежде всего. Ну и, конечно же, опрос для вас, нашего сегодняшнего эфира. Он не касается Армуза, мы с Армуза сейчас начнем, это, конечно, топ-новость сегодняшнего дня, но тем не менее. Вернетесь ли вы в Украину в случае достижения мирных соглашений? Такой простой вопрос. Да, дом есть дом. Нет, некуда. Наездами буду. На две страны, туда-сюда, в общем, ездить будем. Или я и не уезжал. Вот такой еще вариант ответа. Понятно, какой вариант выберете вы, Андрей Владимирович, но тем не менее, Я не уезжал. да, Я не уезжал. Мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Большинству украинцев, да, но, к сожалению, отток рук и голов из Украины за последние десятилетия может, ну, уже если Либанова говорит о катастрофе, демографической катастрофе, действительно, ну, вслед за цивилизационной воронкой еще демографическая яма. Но дело плохо. И я отношусь к числу тех пессимистов, а у нас, как известно, пессимист – это хорошо информированный оптимист, который убежден в том, что большинство украинцев так или иначе не вернутся из тех стран, где им предоставили тимчасовый захист, временную защиту. Так или иначе, люди за 2-3 года пускают корни, обустраиваются, находят работу, легализуются уже в ином статусе. И пример просто Боснии и Герцеговины, где 3/4 беженцев от войны в Боснию и Герцеговину не вернулись. Вот. А там все-таки война была не столь разрушительная, как она в Восточной Украине или там, на Донбассе. Поэтому относительно потери человеческого капитала я пессимист. Большинство, увы, не вернется. да, друзья, в общем, проголосуйте, мы в конце подведем итоги этой темы и обсудим, тем более, что есть повод, там Буданов послабляет, так сказать, миграционную политику, ну или как берется за это, объявляет, что будут определенные послабления для бизнеса, а бизнес плачет, говорит, некому работать, дайте бангладешца, дайте африканца. В общем, друзья, все как всегда, в конце подведем черту, нажмите в чате трансляции тот вариант, который вы выбираете. Значит, никуда не уезжал или какие-то другие варианты, да. Армуз открыли. Ну, как-то что-то ненадолго, Андрей Владимирович. Потому что там какое-то судно шло, оно прям вот на полных парах, вот все как по асфальт какой-то, битум везли, а потом что-то раз и развернулись. Вопросы возникают по вот этим транспондерам, ну, это так вот образно, там есть система АИС, да, ее надо включать. В общем, непонятно сейчас, абсолютная такая зона неопределенности. Вроде как вышел Иран, сказал, мы открываем пролив. Вышел Трамп, сказал, ой, спасибо, Иран, вы открываете пролив. А мы не открываем, поэтому иранская блокада морская в силе. Иран говорит, раз так, ну тогда и мы, в общем-то, тоже прикроем. Ну, я уже, знаете, ситуация приобретает откровенно трагикомический характер. Я уже грешным делом подумал, что Дуров в новой версии Telegram предусмотрит функцию обхода блокировок Армузского пролива. Но, как мы видим, вот и с транспондерами эта ситуация. Но рынок отреагировал. Безусловно, в Лондоне цена Брента опустилась до $87 за баррель.
на фоне таких духоподъемных новостей. Но тут, безусловно, Иран вот этим заявлением, он перехватывает инициативу, он действительно демонстрирует то, что он хозяин ситуации, да, это политически, вот это заявление Аракчену политически, безусловно, правильное, выигрышное, демонстрируя и своим прокси, и тому же Ливану, то, что благодаря, ведь помним, в ультимативных требованиях относительно прекращения войны со стороны Ирана, там же был пунктик про Ливан, прекращение войны в Ливане. И вот, а если, как говорится, дело не пойдет, ну, это Соединенные Штаты плохие, Соединенные Штаты агрессор и так далее. Пока я не вижу повода пить шампанского. И действительно, учитывая то, что для Трампа ситуация выглядит предельно проигрышной, ему надо заявить о том, что да, мы будем продолжать, но время от времени, как вот с китайским супертанкером, который уже после объявления, после того, как они объявили о начале блокировки Ормузского пролива, Соединенные Штаты, китайский супертанкер с нефтью, купленный Китаем, прошел. Вот. Американцы его не заметили. Ну, видимо, может быть, под китайским VPN шел. Ну, вот, проскочил. И безусловно, это 20% мирового рынка нефти, то, что проходит через Ормуз. И если до вот этих всех историй, до 28 февраля 2026 года в сутки проходило 130-150 танкеров, большинство из них супертанкеры с дедвейтом более 100 тысяч тонн, но это можно представить себе какой колоссальный поток. А вот с началом блокировки, собственно, упало до 13-15 судов, которые проходят через Ормуз. И да, здесь Соединенные Штаты попытались перехватить ситуацию с блокировкой, поскольку прекрасно понимают, что это шпалка о двух концах. И для Ирана жизненно важно, во-первых, получение там продовольствия, поскольку по продовольствию Иран дефицитная страна, то есть такого рода груза, и, естественно, отгружать нефть. И если нефть продаваться не будет, это, естественно, для иранской экономики, учитывая то, что за год иранский реал обесценился в 42 раза, и сегодня, ну, кажется, 1,5 миллиона иранских реалов за $1, причем со строгими жесткими банковскими лимитами. Поэтому Нет, ну это номинальный курс. Ну давайте тоже так. Смотрите, это тоже такой. Это их курс. Там с юанем другая история. Поэтому это специально сделано с самого начала противостояния. Они их и так душили санкциями. Но и ограничение в $25-30 за сутки, которые ты можете получить на руки со своего счета, это, ну да, такая мобилизационного характера, ну, военное положение, по сути, обязывает. Я с этим даже и не спорю, это вполне понятно. Но тут другое. Понятно, месяц до визита в Пекин, и у Трампа просвета нет. То есть с козырями явно не срастается. Да и в Соединенных Штатах дела идут не лучшим образом. Вот посмотрите, прошли в Мичигане и в Нью-Джерси праймерис. Кто побеждает, как вы думаете? Там представители ультралевой части Демпартии, сторонница Берни Сандерса в праймерис в Конгресс в Нью-Джерси. По-моему, Анна Лилия Мехия. Это партия членов рабочих семей, такая есть ультралевая группа. Причем она сбила вполне такого системного Тома Малиновски, но самое интересное, Тома Малиновски гасило произраильское лобби за умеренную критику Израиля вот в этой войне. Ну, а в результате победила ультралевая. Другой прецедент, праймерис Сенат от Мичигана, там победил Абдул Саед, египтянин, натурализовавшийся в Соединенных Штатах, тот еще более радикален в отношении Израиля. Вот куда все идет. И, естественно, любое действие на сегодняшний момент 60% американцев негативно оценивают
негативно оценивают действия Вообще, Израиля. если честно, вот это перемирие, которое было объявлено, я думал, ничего не будет. Ну, даже вот этого, то, что есть, оно сейчас как бы из себя мало что представляет. Посмотрим. До этого была странная блокада пару дней, ну, как ввели их, да, американцы, эту блокаду Ирана. Она тоже очень странная, потому что одни суда проходят, другие не проходят. Как-то так, в общем, все не бог весть как. Вроде как официально сказали, нет, никто не проходит, да и вообще мы останавливаем, досматриваем все, в общем. Ну, в общем, странная история с самой блокировкой. А сегодня так вообще очень странная разблокировка, и вот это сейчас тебя не толкай. Но даже этого могло не быть, потому что Израиль ударил по Ливану. Причем крепко ударил, то есть, и, в общем-то, и сразу после этого сообщили о перемирии. Очень интересный подход, понимаете? Вот мне это чем-то напоминает вот эти все, ну, там, если на наши широты переложить, пасхальное перемирие. Вроде как перемирия нет, фиксируются нарушения на линии боевого соприкосновения. А так, в принципе, все прошло хорошо, все довольны. То есть какая-то сила, которая за то, чтобы наладить, выйти из войны. Как вы ее оцениваете? И вот сегодняшнее событие вокруг Армуза – это тоже проявление этой силы. Если Израиль – это постоянно работа на срыв, понятно, да, интересы Биби Нетаньяху, то что ж там за силы, которые мир пробивают? Насколько они мощны, можно было увидеть даже с этого недооткрытия. Я думаю, это представители глобалистских элит, как минимум. И, ну, учитывая то, что кто выигрывает от этого? От этого выигрывает Европа. Европа. Выигрывает отчасти Украина. В том плане, что мы критически зависим по дизелю, по авиационному керосину, как бы там ни было у нас, да, гражданские самолеты не летают, но военная авиация присутствует. Это без авиационного керосина тут никак. На фоне панических сообщений с утра, что запасов авиационного керосина осталось на 6 недель, ну, понятно о том, что в чьих интересах разрядка ситуации. В долгосрочном плане для России это минус, поскольку выход планки, там, когда на этой неделе Уралс там котировался $114 за баррель, то это можно было с полным оптимизмом смотреть в будущее с точки зрения финансовых поступлений. Это перекрывало все издержки от повреждений терминалов в Усть-Илу и в Новороссийске и так далее. Такой взрывной рост цены. Теперь же, ну, пока временно, я думаю, поскольку говорить о прекращении войны пока преждевременно, но партия быков здесь сыграла вот, на понижение. Насчет Ливана тут очень тоже непростая ситуация, поскольку это страна, которая все время балансирует на грани гражданской войны. И да, то есть договоренности с президентом Ливана Ауном, ну, как-никак, премьер Израиля с президентом Ливана не встречались 34 года. Тут это тоже может подлить масло в огонь, усилить позиции как раз проиранских прокси той же Хезболлы. И требования Израиля о разоружении Хезболлы, ну, это из разряда такого. Будьте реалистами, требуйте невозможного для Ливана. Это может опять привести уже к внутреннему противостоянию в самом Ливане. И да, израильская армия с позиции в Южном Ливане никуда не ушла. То есть там все еще продолжается. То есть там пока поставлена на паузу, но я думаю, что эта пауза будет недолго. Как эти события отражаются на Украине? Ну, опять-таки, вы по России сказали, вот нефть, вот там, да, но давайте вот тоже максимально трезво смотреть на ситуацию, потому что я уже вижу, как некоторые, вот, все, какой гений Трамп, обнуляет Россию, ну, вот это вот все. Они вот только-только хотели получить сверхдохода, а их не будет. Ну, погодите, давайте будем откровенны, да, вот эти все там, фьючерсные торги – это одно, отгрузка – это совсем другое. Да, Россия заработала прилично, но санкции-то сняты по факту оказались. И в Европе, ну, груз жирного газа в Испании рекордный на этой неделе. Как бы
партия, ну, сторонники, как говорится, реал-политик, то есть то, что все-таки без российских углеводородов в Европе, в европейской экономике придется крайне туго, ну, я думаю, их голос будет звучать все активнее и громче. Но такова реальность. А цена, даже если цена нефти зафиксируется на нынешних отметках, ну, это вполне приемлемо, ибо российский бюджет сверстан на куда более низких показателях. Поэтому тут разговор о том, что вот о гении Трампа, ну, когда у гения с утра одно, к вечеру другое, тут впору вспомнить то, как Хиллари Клинтон охарактеризовала Трампа, то, что куку, понимаете. То есть, я не вижу тут здесь никакого глубокого замысла, учитывая то как началось, все было разыграно с Ираном, но пока, судя по всему, у Трампа сугубо реактивная политика, то есть он не плетется в хвосте событий, он вынужден на них реагировать, и, безусловно, вот нынешняя ситуация, вот мы начали с заявления Аракчи, Иран перехватил инициативу, да, особенно в информационном плане, в мировой повестке Иран здесь выигрывает. Но опять-таки он показывает, что Армузский пролив — это его игрушка, это его инструмент. Захотел — открыл, захотел — закрыл. Да. Да, еще и вот как насчет того оплаты за проход судов по 2 миллиона за, ну, с каждого барреля по баксу. По сути, это же плата в кассу КСИР, Корпуса Стражи Исламской революции, а тут американские санкции. То есть, тот, кто заплатит, автоматически становится правонарушителем с точки зрения американского законодательства. Вот. Интересный поворот. Но, тем не менее, посчитали это, год будет приносить Ирану. Вот если вот эта практика инкассации судов, которые выходят с нефтью из Ормузского пролива, ну, до 7,5 миллиардов. Вот. Нормально так. И другой момент. Долго ли Соединенные Штаты смогут держать вот эту корабельную группировку? Это ж очень дорогое занятие, понимаете? Там уже, правда, пошли вбрасывать инфу. Я думаю, это сгущают, конечно, краски о том, что якобы американцы там уже на авианосцах заканчиваются запасы продовольствия. Да, там, конечно, 5000 человек личного состава на борту авианосца, то их чем-то кормить надо. И, дескать, там уже чуть ли не объедками питаются. Но это решаемая проблема. Но 16 кораблей авианосной ударной группировки – это очень дорогая и затратная затея. Держать это длительное время. Все ж, к сожалению, генералы американское военное планирование, оно готовилось, видимо, воевать с папуасами, которые кратно слабее американской военной машины. Но тут нашла коса на камень, и явно как бы это не входило в планы держать в 200 милях от побережья Ирана такую корабельную армаду. Андрей Владимирович, будет ли предпринят какой-то удар на фоне этих событий со стороны Израиля и Соединенных Штатов по Ирану? Вот этот вот обезоруживающий, вот такой вот. Сейчас идут торги вокруг урана. Значит, Да. 5 лет, 25 лет, не могут сойтись. Россия говорит, давайте мы заберем этот уран. Америка говорит, нет, Axios пишет, 20 миллиардов мы разблокируем. То есть, фактически купим этот уран иранский за разблокированные 20 миллиардов для Ирана. За иранские же деньги. То есть, нормальная сделка, в принципе. Все выглядит очень, очень великолепно. Я уже так, знаете, думаю, так, наверное, война в Украине будет заканчиваться. России скажут, ну, все, да, вы молодцы, да, и выкупят за ее же деньги. Ну, вот, какое-то там, да, какое-то послабление в каких-то переговорах. Ну, про Украину, Россию еще... Поведется ли на это Иран? Я думаю, иранцы прекрасно понимают, что вот сейчас тянуть время, стоять в переговоры, ну, это и максимально затягивать по времени, не допуская выхода на вторую фазу войны, повторных ударов и эскалации. Это в интересах Ирана. Я думаю, они будут благополучно тянуть вот эту переговорную резину, тем более, что это
усиливает позиции, понимаем, кто стоит за Пакистаном. Ведь Пакистан, который одной рукой брал американское оружие, еще со времен Зия-уль-Хака, и, скажем, и обучал офицеров в Сенхерсте, в Великобритании, а другой рукой он сотрудничал с китайцами. И я подозреваю, что и в пакистанской ядерной программе не обошлось без помощи китайских товарищей. Хотя это, ну, Абдул-хан, который был крестным отцом пакистанской ядерной бомбы, вот, дескать, у европейцев все это слямзил. Но, тем не менее, с начала 70-х годов Пакистан очень плотно сотрудничает с Китаем. И до сих пор. И поэтому я подозреваю, что тут как раз посодействовали, ну, китайцы удачно сыграли. И пойти на повторную эскалацию, повторный какой-то грандиозный удар, как это, ну, учитывая тот негатив, которого, ну, как говорится, Трамп еще не доел, тот бочонок дерьма, который образовался из-за вот этой авантюры, ну, а повторить, ну, знаете, это такое, я думаю, что учитывая то, что у него маячит в перспективе, мне кажется, вероятность такого удара все-таки, ну, на сегодняшний момент снижается по сравнению с тем, что было там 7 апреля, когда он писал вот эти посты про гибель цивилизации. Там. Сегодня ночью. Ну, к сожалению, для Трампа он, ну, вот, знаете, есть такие моменты от великого до смешного один шаг. Вот Трамп становится иногда, зачастую выглядит очень смешно. Ну, а учитывая ту негативную планиду, которую мы видим у того же Венса, ну, вот как, подобно тому, как Владимир Александрович, это считается плохой приметой, если он снялся у Стеллы города, то там жди беды и потери. Вот Венс куда-то приезжает, встречается с папой римским, папа умирает. Приезжает поддержать альтернативу для Германии, она пролетает, не добирает. То есть там не полный провал, а вот прямая поддержка Орбана обернулась тотальным разгромом, который никто не прогнозировал, и в том числе и ваш покорный слуга, ибо считалось, что мажоритарные округа – это опора Орбана, если он проигрывает по списку, то уж по мажоритарке он там, где у него все вот так, в кулаке, админ-ресурсы, медийные ресурсы, финансовый ресурс, там он уже надерет задницу киси. А все получилось наоборот. Получилось как с зеленой волной в 2019 году, которая посметала остатки старой гвардии на мажоритарных округах. Ну, например, когда тот же Вячеслав Богуслаев, который был хозяином Шевченковского района, где пикнуть никто не мог, и птица не могла пролететь без разрешения гендиректора Моторсечи. А тут президента Моторсечи. А тут проигрывает свадебному фотографу. Ну, это ж сенсация. Вот и нечто подобное произошло и после визита Венса. Вот такие вот чудотворцы способны действительно удивить. Вот поэтому дальше для Трампа будет хуже. Поэтому, ну, что ему остается? Торговаться, рассказывать о том, что Иран согласился отдать высокообогащенный до 60% уран. Да, это для Израиля это крайне важно, но затевать из-за 400 килограммов урана продолжать войну до Соединенных Штатов, это может быть себе дороже. Хорошо, если попробовать спрогнозировать ситуацию вокруг Ормузского пролива, чтобы двигаться дальше, я так понимаю, что, ну, вот эти силы, которые там, да, за мир, они будут максимально стараться разруливать ситуацию и засушить ее в какое-то плюс-минус удобоваримое русло до 15 мая, если в этот май состоится встреча Трампа и Си Цзиньпина. Но тут другая интрига повисла, и многие говорят, что слушайте, а почему бы на троих не сообразить встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина, и уже заговорили о Новой Ялте. Понятно, что это пока опровергается, непонятны даты, непонятно, что вообще будет, не будет, впереди еще, ну, что там, месяц, да, ну, как бы месяц. Александр, не находите, что в этом уравнении кто-то лишний? Кто-то выпадает вот в этом уравнении. Третий лишний.
Ну а кто, Вот. кого вы называете третьим лишним? Понятно, вот, для сторонников МАГА, допустим, вот если так брать взгляды того же Джей Ди Венса, он считал важно договориться с Россией, оттянуть ее от Китая. То есть не допустить, ну, концепция Киссинджера о том, что с двумя вот этими гигантами, или с Россией, или с Китаем, отношения Соединенных Штатов, с кем-то из них, с кем-то одним из них, отношения должны быть гораздо лучше, чем с другими. Ну, вот Соединенные Штаты сделали 55 лет тому назад ставку на Китай. Вот. А теперь Китай превратился в глобального конкурента, и, естественно, в этой ситуации важно не допустить дальнейшего сближения России и Китая. Вот. И появление Путина как-то вот для Трампа это было бы совсем неприемлемо. А вот попытаться договориться, но у него нет никаких козырей. Вот, но он уже попытался бором с тарифами. Ну, Си Цзиньпинь положил лапу на редкозем, который Китай контролирует более чем на 90%. Ну, и пришлось американцам отползать. Ну, и не будем забывать о том, что и американцы, в конце концов, там же взаимный товарооборот. Да, там, понятно, Соединенные Штаты покупают больше, чем продают в Китае. Это их немножко не устраивает, но это ж ситуация не выглядит так прискорбно, как наш внешнеэкономический баланс, когда мы при дефиците, колоссальном дефиците бюджета в 55 миллиардов долларов, мы еще имеем 13, там почти 14 миллиардов дефицита внешнеторгового баланса. То есть это у экономистов волосы дыбом встают при таких Не, ну дисбалансах. подождите, ну долги же простили, все же хорошо. Сегодня вот пришла новость о том, что там до 30-го года, по-моему, отсрочили платежи, те, которые там проценты, да, которые мы должны платить. Ну, Ну, прекрасно экономим. понимаю. Да, прекрасно понимают, что когда у нас дыра в бюджете на 55 миллиардов, ну, какие платежи? То есть Украина по факту банкрот с точки зрения экономики. Экономики нет. Ну, поступление в бюджет на уровне 43 миллиардов, но это объемы стран третьего мира. Ну, все прекрасно это понимают. Понимают, что платить в ближайшей перспективе Украина будет не в состоянии, тем более пока идет война. Поэтому предпочли, чтобы не доводить ситуацию до дефолта, до очевидного факта неплатежеспособности Украины, предпочли это реструктуризировать, отсрочить. Но деньги дают Зеленскому на войну. Смотрите, ведь судя по тому, я ранее говорил, что проблема вот этих кредитов 90 миллиардов, из которого 2/3 останется в Европе, европейским производителям оружия, боеприпасов, это по сути поддержка европейского производителя по факту. Это такой жирный куш, ну, треть в бюджет Украины. Но, судя по всему, эти деньги раньше середины июня-июля в бюджете Украины не появятся. Вопреки мольбам, просьбам о том, что для нас критично уже середина мая и так далее. Вот. И как мы видим, ситуация все-таки не столько была в Орбане, сколько проблем была в Брюсселе. Вот добрый, злой полицейский. Ну, мы бы рады, но вот нехороший Орбан. Ну, вот все, Орбана ушли, а Петер Мадера, в принципе, решение же принято, ну что, ну, возражать не будет. И оказывается, трудности, проблемы в Брюсселе. Учитывая то, что война в заливе оказалась черным лебедем, не лучшим образом сказавшимся на экономиках европейских стран. Ведь, по сути, вот эти 90 миллиардов – это та шапка, которую пускают среди стран, поддерживающих Украину, по кругу. А давайте посмотрим, кто из этих стран, какая из этих стран имеет профицит бюджета, то есть которые больше зарабатывают, чем тратят. Единственная из больших экономик, страна с профицитом бюджета, это Нидерланды. Полпроцента, небольшой там, полпроцента
профицит, а все остальные страны бюджет с дефицитом. То есть, по сути, с чего брать? С чего брать? Смотрите, вот мы с вами сейчас в прямом эфире, и появляется новость. Зеленский, так сказать. Ой, выходит. Значит, с сообщением говорит о том, что послушал доклад Сырского. Ну, уже хорошо. Короля выпроводили, шведского. Тут 4 миллиарда тоже подкинул. Нормально. Обучать на Гриппинах будет. Гриппины, правда, там бог знает, когда будут эти, о которых они там договаривались. Ну, нам же объявили, что это уже свершившийся факт. Ну, вот так вот. Так вот, значит, он выходит, Зеленский, с таким сообщением. Это, конечно, нечто. Значит, докладывал Сырский, прежде всего по фронту, спасибо подразделениям, они сохраняют позицию, удерживают российские штурмы. Не везде, правда, получается. Сегодня сообщения были о том, что в Красном Лимане, в общем, там в Донецкой области есть продвижение. Ситуация не ясна до конца, но, судя по всему, там определенный вот этот мешок возле Мирнограда сохраняется. Ну да ладно. Сырский рассказал, что все нормально. В апреле сохраняется высокий темп уничтожения оккупанта. Россиянам не удается перехватить фронтовую инициативу. Это важно. Инициатива как бы в руках у ВСУ. Что вопрос тоже спорный, но тем не менее. Но и тут очень интересно. Значит, перегруппировки, все понятно, будет наступление, ГУР сообщил вчера, пресса трубила, наступление российское, да? Значит, по данным разведки, в приграничье Беларуси расстраивают дороги к Украине и обустраивают артиллерийские позиции. Значит, считаем, что попытка втянуть в свою войну Беларусь России, это и, в общем, поручил он по соответствующим каналам предостеречь фактическое руководство Беларуси по поводу готовности Украины защищать свою землю и независимость. Независимость, правда, с маленькой буквы написал. Ну ладно. Характер и последствия недавних событий в Венесуэле, пишет Зеленский, должны сдерживать руководство Беларуси от ошибок. Это что? Зеленский намекает, что ГУР украдет... В голубом вертолете, да, и бесплатно покажет кино. Нет, что ГУР украдет Лукашенко. Да, ну вот намек, по-моему, именно так, в том, что найдется ли в Минске своя Делси Родригес, это другой вопрос. Равно как случилось в Венесуэле. В Венесуэле, по сути, ведь все очень просто. Как бы правило там, это чавистская наркомафия страной, так все осталось как в остальном. То есть, она приняла требования американцев там не якшаться с китайцами, не поставлять нефть на Кубу. И все, и сразу превратились из просто сукиных сынов в наших сукиных сынов. Все, и все прекрасно. Вот, но сомневаюсь, что подобное Делси Родригес найдется в Минске. Но намек более чем прозрачен. Ну, Дима Литвин, правда, креативный парень. Но не знаю, чем. Смотрите, тут же свое воображение, но это так. Погодите, тут очень нужно четко понимать. Если начали строить дороги в сторону Украины, ну, это означает, что все закончится скоро. Почему нет? Знаете, ну, дороги... Гитлер тоже строил дороги, по которым потом пошли танки. Ну, и Зеленский тоже строил дороги, по которым... Дороги, по которым тоже пошли танки. Поэтому строительство дорог – это еще не признак близкого мира. Знаете, ведь тут вот под Киевом, за селом Мило, там через дорогу еще там разрушенный там, культурный центр был, там Бабушкин сад, там был бассейн, там спортивные площадки, люди любили отдыхать. Там еще, как говорится, эти руины никто не собирается отстраивать, а через дорогу строится гигантский аквапарк. И вот многие, раз вот аквапарк строят, наверное, мир близко. Вот, я говорю, это нечто подобное мне говорили в 2022 году, когда начали открываться Макдональдсы, закрывшиеся
в феврале 2022 года. Вот я говорю, это ничего ровным счетом не значит. В масштабах такой гигантской компании и для большого бизнеса, даже если стройка это будет по причине продолжения войны остановлена, ну, это ну, неприятно, но терпимо. Мгм. Ровным счетом ничего не значит. Э, И вот эти дороги, да, это можно и по-разному интерпретировать. Другое дело, когда в феврале 22 года мои белорусские знакомые написали о том, что в Мозырь в госпиталь завозят плазму и запасы крови, вот это ну, вот, любой военный эксперт скажет, что это очень четкий разведпризнак того, что как говорится, готовится к активным действиям. Это да. Значит, ну вот тоже свежее, Трамп извлекает уран, говорит, будем действовать не торопясь, неспешно, чтобы извлечь уран. Рейтерс он дал интервью, обогащенный уран, доставим его в США, то есть вот так. Да, Так это все. 200 мне 400 кило урана, да. А, Не, ну с- Трамп становится смешон, откровенно. Смотрите, по Ну, может поводу... быть, да, заменил Владимира Александровича, ну, с Владимиром Александровичем уже никто не смеется, это только так. Ну, вот, ну, а с Трампом смех сквозь слезы. Увы. а, Андрей Владимирович, сейчас мы видим, как выходит на авансцену Буданов. И Мгм. делает разные заявления, которые прямо противоречат Зеленскому, ну или косвенно, но тоже противоречат тому, что говорит Зеленский. И это прям всю неделю это происходит. Залужный молчит и пропал. Буданов появился, Залужный пропал. Вовсю, ну вот прям вовсю читается на фоне там сообщений из России о том, что там тоже обсуждают варианты, а вдруг похабный мир близко. Какая-то очень странная конфигурация вырисовывается. Есть ли предпосылки к тому, что действительно все идет по графику Соединенных Штатов Америки, май месяц это все, да, остаточно прощавай война, это вот где-то июнь, день рождения Америки, день рождения Трампа, он миротворец, и какие бы там дурные заявления ни делал, то все к этому идет. Если это так, то куда ловят людей и зачем выделяют деньги? Как вы оцениваете мирный трек, который сейчас? Он вообще есть? Потому что сегодня Сибига зовет опять Путина в Стамбул, говорит Зеленский, Путин, Трамп, Эрдоган, на четверых все и закончат. Что-то за кулисами происходит. И да, и по Первопрестольной гуляет такой слушок, что, дескать, Трамп пообещал найти управу или отодвинуть Владимира Александровича. Но это же слух пока. А по факту мы видим, да, действия, которые говорят о том, что война будет продолжаться. Вот, и учитывая закручивание гаек мобилизации, это видно невооруженным глазом на улицах украинских городов. И есть же здесь, в конце концов, партия сторонников продолжения войны. Ну, то есть, партия дронщиков, там, турбопатриоты и так далее. И если говорить, то есть, о ястребах и голубях, ну, понятно, чей голос громче звучит в украинском информационном пространстве. Здесь, да, любое, скажем, невзирая на все издержки, да, попытка даже трезво сказать, что продолжение войны несет куда большую угрозу вообще существованию украинского государства, чем даже самый тяжелый мир. Это тут же объявляется там пророссийскость, там чужие нарративы и так далее. Но ведь по факту именно так идет перемалывание. И человеческого ресурса добивается уже в ноль, как говорится, экономика. И что останется от страны? Возникает закономерный вопрос. Пока это все, безусловно, тут очень много информационные спекуляции продолжаются. Да, абсолютно верно то, что то, что говорит Буданов последние 2 недели, это идет в разрез с генеральной линией, явно не по темникам Банковой. Но, по сути, началась такая, это уже, как политикнолог могу сказать, что началась президентская кампания. То есть, Буданова начали уже политически позиционировать, чего никогда не случалось с главами
администрации, офиса президента. Ведь за это следовало немедленное отстранение. То есть это было неизменным требованием всех президентов, потому что, ну как, даже либеральнейший, демократичнейший Виктор Андреевич Ющенко говорил, что ну кто такой Бамло, это нечто вот, вроде сантехника. Вот. Поэтому, когда мы видим амбиции, политические амбиции Буданова, ну, неизбежно появляется подозрение у Зеленского. И рано или поздно тут полетят искры. Другой момент. Трамп, безусловно, на фоне фиаско в Иране, ему надо будет на ком-то отыграться. Ну, то ли на Кубе, то ли на Зеленском. Иначе возникнет вполне закономерный вопрос. А, собственно говоря, кто ты такой и что ты можешь гарантировать? Сколько весит твое слово? Ну, ты же не государь, который сказано, сделано. Вот поэтому я думаю, что нас ждет довольно интересное и веселое время. То есть интрига есть. М, И обратите внимание, ведь 15-го ждали Кушнера и Виткофа в Киеве. Да, нет, как след простыл. Да, так и не прилетели. Вот не является ли это предвестником чего-то? То есть, поскольку ну, смысл, видимо, их командировки в Киев отсутствует. Но факт есть факт вот, на столе. Но я так понимаю, что уже и не прилетят. Да, и если в отношении Зеленского Трамп окажется бессилен, ну, да, и дух колледжа рассеется неизбежно. О чем? Но все обсуждают, сойдет ли дух Анкориджа на Европу, понимаете, в чем дело? Сейчас же искры какие летят, да, то есть чуть ли там не столкновение. Списки публикуют, мы вот вам по дроновым заводам влупим, ну, как бы намекают россияне. Шойгу угрожает. Александр, информационно-психологических операций никто не отменял. Угроза страшнее исполнения. И я не думаю, что по предприятию, там, по адресу вот этого офиса Firepoint полетит орешник. Нет, этого не будет. А вот за страны Балтии тревожно. Да, там, учитывая то, что господин Герасимов один из теоретиков гибридной войны, вот, ну, можем получить такой прецедент вроде Нарвской Народной Республики. Может быть, такая работа уже ведется. Мгм. А, Если это будет мир, да, ну или какое-то перемирие, или что-то в этом духе, а, то на каких условиях? Нам обещали выкатить условия страшнее, жестче, чем были до. Обещали с российской стороны. Примерно тоже в этих временных рамках. Интересно, что вот на предложение вот Сибиги, который озвучил, да, о том, что давайте встречаться лидерами в Стамбуле, ответ последовал незамедлительно. Очень быстро Лавров выходит и говорит, что никаких конструктивных, вменяемых предложений нет со стороны Украины вообще ну, нет. То есть, получается, они все время в переговорном процессе, все время об этом, там, Москалькова встречалась в Турции, да, там, с Фиданом, по-моему, да, вот объявила, что будет, вот, смотрите, как обмен большой. Буданов говорит, обмен будет. То есть Турция принимает и ту другую сторону, за кулисами идет работа. Но все это отрицают. Точнее, все россияне это отрицают. Почему? Почему так непопулярна мирная риторика и мирная тематика в России? И что она из себя представляет в Украине? Я имею в виду для людей. Ну, в Украине люди, по-моему, вот эту канву, нить событий давным-давно уже потеряли, и просто учитывая, помните, я говорил о тех качелях, зрада, перемога, ну, докачали, люди находятся в таком подвешенном, близком к депрессии состоянии, и поэтому говорить о каком-то образе победы уже даже
Там язык не поворачивается. В России там немножечко сложнее ситуация, учитывая вот эти перетурбации с блокировкой Телеграма. А помним о том, что зрадофилы там, во время Пригожинского вот этого недопутча, ну, где все разгонялось. Естественно, телеграм-каналы Z-блогеров. Тут, если отсекается довольно большой сегмент, где можно было там вольно трактовать, интерпретировать события, может быть, это тоже элемент такой подстраховки, стелят соломку. Ибо для многих россиян, ну, если война не закончилась где-то вот, на границах нынешней Украины и Польши, то это уже как бы это не победа, а договорничок. Хотя учитывая то, что в 2022 году Россия фактически провела сухопутный коридор в Крым, фактически сделала Азовское море внутренним морем, это уже можно было преподнести. Но, как минимум, надо, видимо, еще ради чего и гибли наши парни, объяснить Путину, ну, что, по крайней мере, мы защитили Донбасс. Ну, но пока примерно 20% Донбасса находится под контролем Украины. Да, проблема удержать это славянско-краматорскую агломерацию будет весьма проблематично, ибо в той же Константиновке уже, по сути, идут уличные бои, и она превратилась в серую зону, но это может продолжаться довольно долго, учитывая то, что там масса промзон, много сооружений из бетона, а это, ну, по примеру, Бахмута, Часов Яра, ну, вот сегодня у Z-блогеров тоже там тревога по поводу, часть их, по-моему, теряем, вот как подобно Купянску, там забили в набат. Но что останется, другое дело, от Славянска и Краматорска, это уже другой вопрос. Значит, пошли новости опять из Армузского пролива. Это прямо сейчас происходит. В общем, заблокировано около 20 тысяч моряков и 2000 судов. 132 миллиона баррелей сырой нефти, сообщает об этом CNN. Отмечает, что у властей меньше недели на их освобождение, потому что открыт пролив до истечения срока перемирия. И вот параллельно тоже приходят новости, что прошел круизный лайнер. Некий круизный лайнер, там название красивое, в общем, он прошел, так сказать. Все в порядке, то есть идет какое-то движение, несмотря на то, что Иран пригрозил, если что-то будет с их судами, то они опять, в общем-то, закроют вот эту форточку. По поводу мира, Андрей Владимирович, а готовы украинцы к миру? Ну, большинство украинцев готово. Но другое дело то, что для значительной части украинского общества, вот как в той, помнится, в 44 или 45 году один из кто-то из деятелей пропаганды Третьего Рейха сказал: наслаждайтесь войной, мир будет ужасным. Вот и для Украины, ну ведь тут другой момент, ведь тот же Геннадий Грузенко, который тяжело заподозрит в том, что он там российский или по чьим-то нарративам, прямо говорит, что продолжение войны прямо ведет Украину прямой дорогой к руине. Вот, в принципе, тут я с ним абсолютно согласен, поскольку весьма туманные перспективы будущего страны. Ну, все, как говорится, тут картина маслом. И к такому, возможно, многие надеются, что как-то все вернется на круги своя, но той жизни, которая была в Украине до 24 февраля 2022 года, уже точно не будет. И той Украины точно не будет. Так, ну что, Люди живут. Да, тревога сейчас по всей Украине. Взлетел МиГ-31, кинжал, собственно, носитель кинжала. Нам Сибига еще поведал, что 7 больших налетов в месяц готовят россияне. На фронте нам сообщают о том, что будет наступление. Вместе с этим Зеленский готовит тоже свое наступление, заслушивал Сырского. Да, вот я так понимаю, что ситуацию вокруг Беларуси качают как альтернативные варианты, как бы ни было... Как бы там ни было, да, но я так понимаю, что как бы Украина не пошла в сторону Беларуси, так сказать, по вот этим дорогам, которые строятся, ну или в каком-то другом направлении не отправилась бы в свое наступление. С нашей стороны там прекрасные дороги, причем в рамках большого крадівництва там проложили шикарную дорогу.
которые, правда, в феврале 22-го благополучно катились российские танки и бронетранспортеры, но до этого она была абсолютно пустая. Вот многие недоумевали, для чего это делается. Ну, там шикарно. Сценарий эскалации, он в любом случае на столе, и, судя по всему, даже если там будет через дух Анкориджа, через чего-то другого, скажем так, какого-то другого региона, Стамбула, например, там, ветра стамбульского, будет решаться, то в любом случае эскалация как бы определенная настанет. Уже сейчас Украина испытывает удары. Днепр просто утюжат сутками на протяжении всего дня. Ранее Херсон и Никополь. Причем, если до этого там тоже жизнь была не сахар, то вот с середины марта их просто системно буквально каждый день. Каждый Тут день просто, тут поймите, тут два варианта, исходя из логики событий. Вариант номер один – это Россия готовит наступление, рывок вперед, там 20 тысяч собрали где-то на юго-востоке от фронта, по линии фронта на юго-востоке. Или Украина что-то готовит, а как бы Россия вот этими налетами по ближнему, я имею в виду, ближним городам срывает логистику, поставки, склады, в общем, куда что видит, то и стреляет. Ну, знаете, по-моему, тяжело себе представить, чтобы там в художественном музее в Днепре там накапливались украинские резервы, но прилетело именно туда, там, по центру города. Причем такой старая часть центра, то есть там многие здания, которые там устояли в гражданскую войну, в отечественную, тем не менее, не пережили. Тут сгорел один из исторических домов на улице Шевченко в Днепре. Ну, тяжело себе представить. И учитывая то, что у нас и так с не лучшим образом стоят дела с резервами, где-то какое возможно, какие-то контратаки, частные, тактические действия, да, но говорить о возможности большого наступления, ну, большинство военных не имеют в этом отношении никаких оптимистических ожиданий. Нет резервов. Вот, и учитывая то, что дефицит личного состава в боевых бригадах, то есть тут трудно ожидать. Так а почему нет резервов, раз такой объем мобилизации? И так гребут, как не в себя. А сколько, во-первых, ну мы же не учитываем фактор потери. Не только там погибшие, раненые, пропавшие без вести, а сколько не доезжают на стадии учебки делают ноги, а потом между учебкой и боевой бригадой тоже делают ноги, и из боевых бригад делают ноги. Информация засекречена, ну, не будем гадать на кофейной гуще, но если до того, как это стало державной таємницей, называли цифру 300 тысяч, то, я думаю, сегодня можем говорить о где-то около полумиллиона. Ну, это больше, чем армия любого европейского государства. Да, друзья, просто получается странная логика, Андрей Владимирович. Ну вот смотрите, украинцев гребут, тянут, сейчас обещают, что будут что предпринимать и будут отправлять из-за границы, но они ж нарушили закон. Не, ну подождите, ну нарушили закон. Ну как это? Это ж там... А что там за статья? Что там? Административка, да? Вот это вот. Ну, с точки зрения нарушения закона. Можно, да, можно вплоть до высшей меры придумать, но это не будет иметь никакого практической реализации. Ибо одно дело, ну, Владимиру Александровичу важно сорвать аплодисменты. Он их получит. Чьи? Но то, что... Чьи? Ну, тут тех, которые вот этих... загнать, вернуть обратно этих уклонистов, которые дернули там через Карпаты, через Тису, там, незаконно и так далее. И есть тоже адепты. Хватает. Знаете, вот шизофреничность сознания просечного украинца иногда сталкиваются, когда они там, ой, лышеньки, война, там, тут у одного там похоронили другого, горе какое, а потом нам начинается про это. Про уклонистов и вообще надо до победного. Но тут как-то концы с концами не сходятся у людей. Нет, картина мира абсолютно противоречивая, то есть состоит из взаимоисключающих вещей. Вот. Поэтому, да, аплодисменты турбопатриотов тут будут гарантированы, то, что Германия, что она сможет сделать? Она сможет, да, усложнить максимально
ну, как не входящая в Евросоюз Норвегия, она не предоставляет временное убежище тем, кто, ну, украинцам из западных регионов. То есть у вас войны на территории ваших регионов нет, поэтому отказ. Вот. Но депортировать может Польша, в принципе. И такие прецеденты были, когда незаконно перешедших границу на территорию Польши поляки возвращали украинским пограничникам. Такие прецеденты, да, были. Но никто из Испании, например, или из Италии, или из Австрии возвращать украинцев 100% не будет. То есть это все чёс. Можно ввести уголовное наказание, но это тем более люди со стопроцентной вероятностью не вернутся никогда в эту страну. О, ну вот, приходит опять. Ну, это прямой эфир, поэтому... Иран заявил, что вводит одно исключение открытого Ормузского пролива. Пересекающие пролив суда не должны быть связаны с США и Израилем. И суда, и грузы. Да, ну, держава-агрессор. Ну вот, Да. понимаете, то есть нормально открыли. Приоткрыли, я бы Ну, сказал, Ормузский пролив. Так, друзья, переходим к вашим вопросам. Спасибо большое, что проголосовали в чате трансляции. Вернетесь ли вы в Украину в случае достижения мирных соглашений? 12% да, дом есть дом. 26% нет, некуда. 27% наездами буду на две страны, в гости. И 35% я и не уезжал. Спасибо большое за то, что проголосовали. Ну, такой расклад. Что скажете? знаете, ну только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Помните? Ночь перед бурей на мачте горят огни Святого Эльма. Ну, к сожалению, это факт. То, что, ну да, какая-то часть, может быть, и вернется, но это будет гораздо меньшая часть. И то, что со временем разрывается вот эта связь с Батьковщиной, это очевидный факт, учитывая даже перед войной сумма подступлений от наших гастарбайтеров ну, имела уже тенденцию к уменьшению. Это что? То, что потихонечку подтягивались за мужем или женой, подтягивались и семьи туда. То есть, и, соответственно, отпадала какая бы то ни была нужда пересылать деньги. А это было такое хорошее еще и подспорье, там, ну, на минуточку, до около 11-12 миллиардов долларов поступало от украинцев, находящихся за рубежом, ежегодно. И такой еще клапан, снимавший социальное напряжение, особенно для запада Украины, где с работой с 90-х годов всегда было туго. Ну, теперь, как говорится. Ну да. И Так, когда, по-моему, картина маслом, когда пограничник, майор пограничник, который вел переговоры с румынской стороной, там, вышел в туалет и попросил румынскую сторону о политическом убежище. ну это просто прекрасно. Так это майор, это же ему дослужиться было до майора. Ну это же не Причем просто... такой парень молодой, 28 лет, это карьера, ну, судя по всему, складывалась весьма неплохо. Ну, что там произошло и что ему угрожало, что он решился на такой шаг. Ну, это показательно. Мгм. Так, значит, вопросы. Перейдем к вашим вопросам, уважаемые зрители. Спасибо всем большое за то, что их оставляете. Значит, вот такие у нас сегодня вопросы для Андрея Золотарева. Поехали, начнем с сообщества. Добрый вечер, Александр Андрей Владимирович. Что за новая афера Зеленского с украинскими буренками и почему возмущается Польша? Алексей. Честно говоря, я только что читал про красных коров, которые американские евангелисты там на Святую Землю отправили израильтянам и в этом конспирологическом значении этого. А с буренками, по-моему, это может быть кто-то более продвинутый в вопросах сельского хозяйства. Но у нас же, по-моему, куда ни кинь, всюду клин. То есть, подобно начиная от ракетостроения, от которого попахивает таким большой аферой, и заканчивая буренками.
Так, вопрос Андрею Золотареву. Что он подразумевает под руиной Украины? Очень часто из него выходит это выражение. Можно Не только, три-четыре признака? во-первых, ну, это не только у меня, вот, допустим, и ранее, и тот же, допустим, я слышал и у Щелина довольно активно. Это, во-первых, это распад правового поля. То, что мы наблюдаем сегодня с ТЦК, когда для одних Конституция на паузе, но при каждом удобном случае вспоминают о обязанностях гражданина. Рано или поздно это вступает в такое жесткое противоречие, и просто закон перестает действовать. Во-вторых, деградация, полная деградация экономики, то есть когда банально государство даже не зарабатывает на обеспечение своего существования. Во-вторых, это внутренние конфликты, ну, знакомые по, допустим, 20 веку, это атаманщина. То есть, когда нечто похожее происходило и на Гетманщине в 17 веке, перманентная междоусобица. И, во-вторых, когда государство утрачивает монополию на насилие. Мгм. Это не исчерпывающий признак, но то, что мы можем сегодня наблюдать в жизни Украины. Ну, прежде всего, это распад экономики, знаете, когда ну, за цифрами дефицита госбюджета я вижу вполне осязаемые реальные проблемы, которые завтра выльются в конфликт центр-регионы, ну, когда все чаще вижу, что мэры в риторике начинают, вот, ну, это ж не забрали бы у нас налог на доходы физических лиц, но мы бы это сделали и так далее. Рано или поздно вот этот футбол, перебрасывание ответственности, оно приобретет черты такого вполне реального политического конфликта. Так, значит, вот такой вопрос. Лина Востроилова. Не грядет ли очередная дружба американцев и русских, как это было некоторое время в середине прошлого века, после совместной их победы над европейским нацизмом? Ну, если Трамп докажет, что он мужик, что его слово чего-то стоит, что с ним можно договариваться, тогда, ну, вполне возможно. Ну, так пока все для него складывается все крайне плохо. То есть, за что, ну, помните, что не делает дурак, то он делает не так. Вот. И пока, кроме Венесуэлы, в этом году сплошные факапы, сплошные провалы. А будут ли с таким деятелем договариваться о чем-то? Вот большой вопрос. А пока Европа, открытый вопрос, что ждет Европу? Ну, благо все-таки приостановка боевых действий в Персидском заливе дает шанс удержать от Европы от повторения кризиса, нефтяного кризиса после войны судного дня, когда это был такой вполне осязаемый и очевидный энергошок. Ведь до этого момента никто не рассуждал, сколько там автомобиль потребляет бензина на 100 километров пути. Бензин был дешевый и плевать. После этого задумались, и да, и стали, изменилась и картина автопрома. Появились Volkswagen Golf, Honda Civic, такие экономные, которые Corolla, недорогие машинки, которые позволяли экономить на бензине. А до этого никто этого не считал. Но это перевернуло автопром и в целом радикально изменило экономику многих стран. Так, вот такой еще вопрос для вас. Добрый вечер. Такое ощущение складывается, что войны на постсоветском пространстве ведутся для того, чтобы перебить всех совков и, наконец-то, спокойно кормиться с этой огромной территории. Как вы считаете? Ну, и давно, что там 40 лет будут водить по пустыне, пока все родившиеся там в совковом рабстве. Ну, к сожалению, в совковом рабстве мы, во-первых, очень много носителей
профессиональной компетенции, недосягаемой до уровня нынешних, собственно, и нынешним деятелям им до представителей совка во многом, там, в профессиональном, культурном, творческом плане, иногда как до криворачки. Вот, простите за такое выражение, но и факт остается фактом, то, что что тут останется, с чего кормиться. С коноплей, что ли? Но львиную долю того промышленного потенциала, ну, Украина ведь, никто не спорит, была аграрно-индустриальной страной. Теперь индустриальный отрезан, ну, говорить серьезно о каком-то индустриальном потенциале Украины сегодня не приходится. Хотя бы потому, что у нас энергетика на грани краха, а промышленность она требует энергии. Без этого никак. Вот. И целые отрасли: авиастроение, моторостроение, автостроение, судостроение, ракетостроение, ну, космическая отрасль. Об этом можно забыть. Все, это осталось в темном советском прошлом. Вот с чего? Вот с аграрки, ну, хорошо, соя, рапс, зерно, но какую страну? Ну, страну на 5-10 миллионов на этом прокормить можно, но не страну такого масштаба, как Украина. Поэтому, судя по всему, дальнейшее падение численности населения в этой ситуации будет предопределено. Равно как и отрицательная динамика, то есть превышение смертности над рождаемостью. И никакие завозы бангладешцев делу не помогут. Это все чушь. Бангладешцы приедут сюда, там через полгода, год немножко обтешутся и дернут куда-то дальше на запад, там, где платят больше. Ну, это в худшем случае можем получить, вот как в Лондоне уже там третий раз мэром Лондона становится пакистанец. Ну да. Равно как, да, многие города Британии уже напоминают, то ли находишься в Индии, то ли в Пакистане. Какой смысл жителям Юго-Востока вообще ходить на выборы, если их выбор ни на что не влиял никогда? Все правители, которые они выбирали потом, над ними же издевались, запрещали язык, веру, а теперь вообще бусифицируют жестче, чем Галичину. К чему такое постоянное кидалово может привести в итоге? Будут просто уезжать в страны СНГ, где нормальная атмосфера? Ну, часть уедет. Но то, что всегда на выборах происходило кидалово, и вспомните выборы Кучмы 94 года, что он тогда обещал, что потом делал. Ну, как он быстро трансформировался, ну, в такого националиста лайт, да. Ну, что было, то было. И, в принципе, у Зеленского произошла та же трансформация. Победить, опираясь на голоса Юго-Востока, а потом усидеть вот в кресле, надо переориентироваться уже на Запад. Не только на Галичину, но и на глобальный Запад. Вот. Но проблема в другом. В принципе, в Украине могут и на Майдан выходить, могут и на выборах свое слово сказать, но заставить выполнять обещанное в Украине как в 90-е, как в нулевые, так и сейчас посполитые не умеют. Вот это факт. Поэтому и в этот раз, судя по всему, вот наблюдаю, как надувается такой симулятор партии там с Тереховым и Гетманцевым и так далее. Ну, такой политический Франкенштейн. Это чисто спойлерский проект, знаете. Ну, у Буданова так все-таки, да, иногда хоть в острые углы вылазят, но там просто, знаете, когда костюм на 2 размера больше, оно смотрится нелепо. Вот и политтехнологи у Терехова и Гетманцева штампуют такие потужные заявления, но все это выглядит применительно к этим фигурам довольно убого и нелепо. Чат трансляции, значит, так, вот такой вопрос Андрею. Является ли инициатором этой войны? Кто является инициатором войны после Стамбула? Ведь именно Украина тогда говорила: будем воювати. Кто загадки даст ответ, тот получит 10 лет. Да, да, Вот. с нашим, с украинским законодательством туда, да.
Да. Ну, знаете, ведь не только дело в Борисе Джонсоне, по-моему, нечто схожее по смыслу услышали от американцев, что нет, под этим мы не подпишемся и так далее. Поэтому проще всего валить на то, что это, дескать, Зеленский или там Джонсон. Да, у Зеленского был выбор, но, судя по всему, его, как говорится, сделали предложение, от которого он не смог отказаться. Вот. Думаю, все-таки дело во внешнем факторе. Что вы думаете об оружии, которое расползается по Украине? По Украине в 2022 году уже говорили о том, что порядка полумиллиона единиц незарегистрированного оружия. А так, ну, все чаще слышим эхо войны, когда боевые гранаты взрываются в украинских городах. Я думаю, после войны таких подарков и сувениров будет в избытке. И более того, у нас же почему-то у нас оружейное законодательство построено так, чтобы был максимальный полицейский контроль, в том числе и с коррупционной целью относительно огнестрела. Причем небольшие изменения последние годы, вот с 2014 года, когда некоторые представители шляхты стали получать так называемое наградное оружие. Но кому-то там особо выдающимся, вроде Яценюка, там ему вроде бы Томпсон, из тех запасов, которые были в Солидаре, там же хранилось, начиная от маузеров времен гражданской войны и заканчивая Томпсонами и Кольтами, которые поступали в Советский Союз по ленд-лизу, не говоря уже о немецком, польском, румынском трофейном оружии. То есть там, ну, говорят, часть вывезли, конечно, но большая часть там все это в Солидаре осталось, соляных шахт. Но что делали по последнее время? Там наградное оружие, ну, идешь выбез с разрешением, там и за $2000 там тебе продают ГЛОК. Но посполитым это не разрешено. Да, у нас можно купить крупнокалиберную снайперскую винтовку там, типа, британского производства, которая является вполне конкретным и смертоносным оружием, но для защиты своего дома краткоствол ты не приобретешь. Но эта проблема будет компенсироваться тем, что с фронта приедет очень много оружия. И рано или поздно это, подобно ружью, висящему на сцене в первом акте, во втором акте оно рано или поздно выстрелит. К сожалению, вот помните фильм, который это не народ должен бояться власти, а власть должна бояться народа. Ну, было бы у нас как в Соединенных Штатах в плане оружейного законодательства. Я думаю, небеса бы не рухнули на землю 100%, и украинцы бы друг друга не перестреляли. Но в плане безопасности жилища на улицах было бы чуть-чуть поспокойнее. А так, тех, кому, что могу сказать, для злоумышленника найти оружие для преступника не является абсолютно никакой проблемой. Это Ва- решается одно. Валерия Да. задает вопрос, долго ли продержится перемирие на Ближнем Востоке сейчас? Ну, надеюсь, как минимум до визита Трампа в Китай. Ну, на ближайшие месяцы. Вот. Если Ну, то есть не продлят вот это вот до 20-го, Да, там да, до да. следующей Да, среды. Иран будет максимально тянуть. Для него это абсолютно выигрышная позиция. В принципе, она косвенно работает и в интересах Украины. Ну, даже сегодня вроде бы немножечко попустила цены на заправках вот, в сторону снижения. Небольшое, но заметил, пока ехал по трассе. Вот. Но я думаю, это рано или поздно все-таки может полыхнуть, но надеюсь, что это будет не ранее, чем через месяц. Верит ли Андрей в замещение Украины? Праздники, памятники, русский язык, церковь, землю раскупили, славян на фронте сгубили, теперь зовут иммигрантов. Может, Израиль готовится переехать в Европу? Ну, знаете, народу без земли, землю без народа. Ну, я не буду заниматься конспирологией на тему лиц библейской национальности, учитывая то, что теперь там, до 8 лет. Но к сожалению, иногда вот такие новеллы законодательства, тем более, что закон ведь был принят Верховной Радой в 2022 году, и
и только сейчас. Зачем? Именно только сейчас президент подписал. Но это будет наоборот стимулировать вот эти конспирологические теории о том, что Украину зачищают под какую-то, может быть, ну, пути Господни неисповедимы, если там Эрдоган заговорил о том, что он пойдет освобождать Иерусалим. Ну, я бы на месте израильских военных и политиков бы крепко задумался, поскольку все-таки Турция это не арабские страны, там самая большая после Соединенных Штатов армия стран-членов НАТО. Причем, который Эрдоган за последние четверть века радикально перевооружил. И большие глобальные инициативы, можем гадать там о чем, там в сторону великого Турана или не османизма, но геополитические амбиции у Турции налицо. Да, там с экономикой проблемы, но зачастую вот эти амбиции пытаются перекрыть экономические проблемы. И как знать, не полыхнет ли уже теперь с участием Турции на Ближнем Востоке, учитывая то, что теперь прокладки в виде Сирии асадовской уже нет. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что посмотрели наш сегодняшний эфир с Андреем Золотаревым. Андрей Владимирович, благодарю за время и мысли. Подписывайтесь, ставьте лайк, напишите, что думаете в комментариях. Напишите хороший и добрый комментарий, а почему нет? Можно тот, который хотите, тоже напишите. Самое главное, берегите друг друга. Всем добра и света. Увидимся. Всего доброго.